Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Сказка ложь, да в ней намек. Все древние предания и сказания, пусть и искаженно, но передают какую-то часть реальных событий. Например, сказки про волшебного единорога, коня с рогом во лбу. Скорее всего, это сильно преувеличенные свидетельства очевидцев после встречи с редкими генетическими мутациями. Однако наш сегодняшний герой совсем не сказка или преувеличение. Это вполне реальная животинка. Встречайте морского единорога, он же нарвал, млекопитающее семейство нарваловых, единственный вид рода нарвалы. Кстати, к семейству нарваловых относятся и белухи, про которых недавно был ролик. Всех водяных животинок вы сможете найти в плейлисте «Морские и речные животные». Итак, нарвал – это одно из самых редких и малоизученных животных Арктики, которое легко узнать по огромному бивню. Название этого морского единорога заимствовано было из исландского языка и связано с его трупным цветом кожи. В исландском слово «нарвал» образовано сложением нар – труп и вал – кит, но на самом деле нарвал никакой не труп и даже очень похож на родственную ему белуху. Нарвала роднит с белухой форма корпуса. У обоих китов нет спинного плавника, одинаковые грудные плавники и размеры. Длина тела взрослого нарвала обычно достигает 4,5 метра. В старину попадались экземпляры и длиной в 6 метров. Масса тела самцов достигает 2-3 тонны. Из них примерно треть веса составляет жир. Самки весят около 900 килограммов. Голова у нарвала необычной формы, как у белухи, круглая, с выпирающим лбом. Ну и самое главное, тот самый бивень. Зачем он нужен нарвалу? Вообще, нарвала можно было бы признать совершенно беззубым, если бы не пара зачаточных зубов, обнаруженных на верхней челюсти. Правый прорезается крайне редко, а вот левый превращается в знаменитый 2-3-метровый бивень, заверченный в левую спираль. Вопреки своему внушительному виду и весу до 10 килограммов, этот бивень чрезвычайно крепок и при этом гибок. Его конец способен изгибаться на 30 сантиметров без угрозы быть сломанным. Тем не менее, бивни у нарвалов иногда отламываются и потом уже не отрастают. У нас же тоже не растут новые зубы. Зубные каналы сломанного волшебного рога нарвалов наглухо запечатываются костными пломбами. Интересно не только сама структура бивня, но и его назначение. Большинство ученых не верят, что он может быть орудием нападения. Предполагалось, что он необходим при брачных играх для привлечения самок, а также для пробивания лунок во льду. Существует также версия, что бивни необходимы самцам во время брачных турниров. Было замечено, что нарвалы иногда трутся бивнями. В 2005 году было выдвинуто предположение, что бивень нарвала является чувствительным органом. Под электронным микроскопом было обнаружено, что бивень пронизан миллионами крохотных трубок, содержащих нервные окончания. Предположительно, бивень позволяет нарвалу ощущать изменения давления, температуры и относительной концентрации взвешенных частиц в воде. А в мае 2017 года удалось запечатлеть на видео охоту нарвала, во время которой он использовал бивень как дубинку для оглушения добычи. Кстати, скрещивают бивни нарвалы, скорее всего, не в поединках, а просто для очищения своих волшебных палок от наростов. Несмотря на все вышесказанное, истинное предназначение
предназначение волшебных бивней нарвалов так и не разгадано. Нарвалы – это социальные животинки, как и белухи, и формируют огромные стада. Наиболее многочисленные сообщества состоят из матерых самцов, молодняка и самок, а небольшие группы просто из самок с детенышами или половозрелых самцов. По сведениям китологов, раньше нарвалы сбивались в громадные стада, насчитывающие до нескольких тысяч особей. Но сейчас численность группы редко превышает несколько сотен. Большую часть жизни нарвалы проводят в зоне дрейфующих льдов, ориентируются в пространстве с помощью эхолокации и очень не любят громкие звуки. В одно мгновение они могут уйти под лед, нырнуть на глубину до километра и задержать дыхание аж на полчаса. Активное судоходство, морское строительство и другие шумы антропогенной природы нарушают привычную жизнь морских единорогов. Хотя сами нарвалы, как и белухи, не прочь пошуметь. Нарвалы очень разговорчивы и делают это весьма охотно, то повизгивая, мыча, щелкая, свистя и даже издавая стоны со вздохами. Летом нарвалы, в отличие от белух, предпочитают находиться в глубоких водах, а зимой держатся в полыньях. Когда последние покрываются льдом, самцы орудуют своими крепкими спинами и бивнями, разбивая ледяную корку до 5 сантиметров в толщину. В меню нарвала входят головоногие моллюски, в меньшей степени ракообразные и рыба. В основном они питаются донными представителями ихтиофауны. Хотят любви, нарвалы, как и все нормальные северные животинки, весной. Беременность нарвалихи длится около 15 месяцев. Полный цикл воспроизведения занимает 3 года. Рождается 1, очень редко 2 детеныша. Интересно, что половая зрелость у нарвалов наступает при достижении определенной длины тела. У самцов это 4 метра, а у самок 3 метра 40 сантиметров, что соответствует 4-7 годам. А живут чудо-единороги в природе в среднем до 55 лет, в неволе лишь до 4 месяцев. Случаи размножения в неволе также неизвестны. Естественные враги нарвалов – это белые медведи и касатки. На детенышей также нападают полярные акулы. Неестественные враги – это, как вы понимаете, людишки, которых, к счастью для нарвалов, в Арктике очень мало. Однако охота на нарвала издавна являлась важным источником доходов. Например, для эскимосов в Гренландии, а также проживавших на юге острова с X до XVI века скандинавских поселенцев. Кстати, кожа нарвалов содержит очень много витамина С. А как вы думаете, зачем все-таки этому милому киту такой смешной рог? Напишите свои варианты в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!